Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, мы с вами поделимся 9 способами, как вы можете убрать вашего врага со своего пути без какой-либо борьбы, без какой-либо агрессивности, злости или ненависти. У каждого из нас в жизни есть враги, недоброжелатели, завистники. И здесь очень важно мудро поступать. И далее, друзья, мы с вами поделимся, как это правильно делать. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца, друзья. Ну а прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите слово «изобилие», и пусть Вселенная это приумножит в вашей жизни. Также, друзья, благодарим вас за донаты, которые вы нам отправляете. Друзья, нам очень приятно. Итак, друзья, давайте начинать. Вы знаете, в конфликтах очень часто кажется, что единственный способ решения – это только прямая борьба. Однако обращаем ваше внимание, что существуют стратегии, которые действительно позволяют урегулировать любые конфликтные ситуации более мирным путем. И мы далее поговорим о 9 тактиках, как можно уничтожить вашего врага, при этом не прибегая к открытому противостоянию. И используя эти методы, вы сможете стать самым лучшим другом для ваших врагов. Итак, первое, что нужно сделать, это превратить своего врага в друга. Вы знаете, в мире, где конфликты и разногласия кажутся неизбежными, способность превращать врагов в друзей – это не только желательное качество, но и жизненно необходимый навык. Часто источником антагонизма является недопонимание и различие восприятия мира. Но, научившись находить общий язык с оппонентами, можно не только разрешить текущие конфликты, но и предотвратить их в будущем. Дело в том, что многие конфликты возникают из-за неправильного толкования намерений других людей. Эти недоразумения могут быть вызваны культурными различиями, предвзятостью или просто недостатком информации. Когда люди не понимают друг друга, они легко становятся врагами, даже если их основные цели и их убеждения не так уж сильно различаются. И вот первый шаг к преодолению этого – это научиться слушать. Это означает не только слышать слова, которые говорит другой человек, но и пытаться понять скрытые за ним чувства и мотивы. Постарайтесь поставить себя на место вашего оппонента. Эмпатия поможет увидеть ситуацию глазами другого человека, что может кардинально изменить ваше восприятие проблемы. Также постарайтесь найти безопасное пространство для общения, где каждый может высказаться без страха быть осужденным. Открытый диалог включает в себя готовность обсуждать самые сложные вопросы и признавать свои ошибки. Ищите цели, ищите интересы, которые могут быть общими как для вас и для вашего врага. Работа над проектами может сплотить и превратить предыдущие противоречия в продуктивное сотрудничество. Далее используйте силу невмешательства. В мире, где каждый день мы сталкиваемся с вами с потенциальными конфликтами как в личной жизни, так и в профессиональной сфере, стратегии невмешательства и избегания ненужных столкновений могут оказаться неожиданно мощным инструментом. На первый взгляд, такой подход может показаться проявлением слабости или человек пытается убежать от проблем. Однако при правильном применении невмешательства и ограничении взаимодействия с оппонентами или врагами, вы можете значительно уменьшить их влияние и интерес к вашей персоне, тем самым способствуя более спокойной и контролируемой обстановке. Стратегия невмешательства заключается в сознательном решении избегать прямых конфронтаций и не минимизировать взаимодействие с лицами или группами, которые могут вызывать конфликты. Это не означает полное игнорирование или уклонение от ответственности, а скорее выбор более мирного пути решения проблем, который не включает активных столкновений.
Далее, друзья, старайтесь повышать свой социальный статус. Социальный статус играет значительную роль в определении вашего влияния и вашей мощи в обществе. Укрепление вашего положения через образование, через профессиональный рост, через налаживание связи не только увеличивает ваш авторитет, но и делает вас менее уязвимым для атак со стороны врагов. Это уменьшает возможности для конфликтов и увеличивает вашу способность защищаться от нежелательных влияний. Укрепление вашего социального статуса служит не только улучшением вашего имиджа, но и дает вам реальные инструменты для защиты в социуме. Высокий статус обеспечивает доступ и к ресурсам, к информации, к союзникам, которые помогут вам в каких-то ваших сложных ситуациях. Кроме того, общественное признание и уважение могут служить барьером против недоброжелателей, так как атака на вас может повлечь за собой серьезные социальные последствия, как для агрессора. Поэтому вы должны постоянно учиться, вне зависимости, сколько вам лет, потому что таким образом вы получаете новые навыки, вы получаете какие-то новые знания, и все вы это совершенствуете. Далее занимайтесь развитием своей карьеры, достигайте видимых успехов в работе и старайтесь занять высокие должности. Это все будет увеличивать ваш авторитет, и это будет улучшать восприятие среди коллег и конкурентов. Также не забывайте принимать самое активное участие в благотворительности и в общественной жизни, потому что это повышает вашу видимость и репутацию, делая вас уважаемым человеком. Кроме того, очень важно, чтобы вы развивали коммуникативные навыки. Эффективные коммуникативные навыки улучшают ваши отношения как внутри, так и вне работы. Далее, друзья, будьте великодушны. Да, именно великодушны. Великодушие и прощение часто рассматриваются как проявление слабости, но на самом деле это может стать для вас мощным инструментом в управлении конфликтами и изменении отношений к лучшему. Проявление щедрости не только улучшает ваше восприятие среди окружающих людей, но и может стимулировать вашего врага пересмотреть свое отношение к вам, приводя к разрешению давних конфликтов. Великодушие – это не просто щедрость в материальном смысле. Это также способность быть великодушным в эмоциональном, в духовном планах. Очень сложно прощать врагов, но когда вы прощаете врагов, вы тем самым можете радикально изменить динамику и ваших взаимоотношений. Конечно же, здесь очень важно, чтобы вы и научились делать выводы, анализировать и дальше не допускать таких ошибок. Иногда это очень сложно, но помните о том, что только вы можете изменить себя и никто другой. Далее, всегда проявляйте терпимость. В жизни каждого человека время от времени возникают конфликты, ссоры, скандалы. Однако не все конфликты требуют немедленного и активного вмешательства. Стратегическая терпимость – это подход, при котором мелкие неприятности и провокации игнорируются в пользу сохранения энергии и ресурсов для более значимых и для более важных задач. Такой подход может быть особенно полезен в профессиональной сфере, где, конечно же, часто требуется долгосрочное стратегическое планирование и где импульсивные решения, к сожалению, могут привести к тем или иным нежелательным последствиям. Помните о том, что терпимость не означает слабость или безразличие. Этот осознанный выбор не реагировать на мелкие провокации и неприятности, которые не оказывают существенного влияния на ваши долгосрочные цели. Принятие этого подхода позволяет сфокусироваться на действительно важных аспектах вашей работы или личной жизни, обращая ваше внимание лишних потерь времени и ресурсов. Кроме того, происходит экономия вашей энергии. Помните о том, что ваше время
и ваша энергия – это вот два компонента, которые очень важны для вас. Кроме того, когда вы постоянно вовлечены в какие-то конфликты, это значительно увеличивает уровень стресса. Поэтому ваша задача избегать этого любыми путями. Станьте мудрее, терпеливее, и тогда вы увидите, как может происходить изменение в вашей жизни. Далее используйте обязательно методы косвенного влияния. Конечно же, в сложных межличностных отношениях или в каких-то профессиональных ситуациях прямое взаимодействие с оппонентом может иногда только усугублять конфликт. В таких случаях эффективным решением может стать применение методов косвенного влияния, включая использование третьих сторон для передачи той или иной информации, сообщений или выполнения определенных действий. Такой подход позволяет смягчить напряженность и облегчить достижение взаимопонимания, избегая тем самым прямых конфликтов и каких-либо столкновений. При этом для того, чтобы это использовать, вы можете использовать людей, переговорщиков, каких-то доверенных вам коллег, друзей. Вы должны понимать и то, что вы должны уменьшить вот этот конфликт и создать более благоприятные условия для разрешения конфликта. И помните о том, что в вашей жизни всегда есть люди, которые готовы донести определенную информацию. Представьте себе, что вы поругались с соседкой. Но у вас есть знакомая, которая знает и вас, и соседку, и она через вас может донести определенную информацию к вашей соседке, потому что соседка вас просто-навсего, она не слышит, она не готова слышать, потому что она видит на данном этапе вас врага, она видит вас недоброжелателя, и любые ваши аргументы она просто-навсего не видит или не хочет видеть. Помните о том, что каждый человек – это божественное создание, и никто не может изменить себя, пока человек сам не возьмет себя за шкирку и не начнет менять. Далее работайте над собой. Каждый день мы в этом современном мире сталкиваемся с различными вызовами и стрессами. Но очень важно понимать и знать, что здесь сейчас играет ключевую роль наше личное развитие. И работа над собой – это не просто попытка стать лучше, это попытка стать менее уязвимыми для внешних каких-то негативных факторов и повысить нашу жизнь, улучшить ее. Но чтобы ее улучшить, нужно развиваться. Это значит, надо больше знать информацию, общаться с интересными людьми, именно теми, которые могут вас изменить, вам открыть глаза. Обращаем ваше внимание, что недаром вот есть понятие тренингов, есть понятие коучей, тех людей, которые вас могут вам открыть глаза, подсказать, потому что они работают в этой сфере, они постоянно изучают. И вы не можете, ввиду, например, что у вас времени нету, вы очень заняты, но вы хотите что-то изучить, и вы оплачиваете их услугу и узнаете, потому что это очень часто, когда вы ходите на семинары, на какие-то курсы, тренинги, вы начинаете воспринимать все по-другому, вы начинаете видеть вот картинку общую и понимаете, где хорошо, а где плохо. Но опять же, вы должны понимать и то, что вам нужно иметь всегда мудрость, терпение, великодушие. Не старайтесь идти никогда на конфликт. Очень многие люди очень сразу, вот что-то, знаете, происходит какая-то вспышка в отношениях, и люди сразу начинают ругаться, спорить, что-то доказывать и так далее, и так далее. Это не стоит этого делать. Будьте мудрее, сделайте паузу. Вот вам нахамили, остановитесь буквально на 5 секунд, закройте глаза и подумайте в этот момент, что вы свет, что вы божественное создание, что вы излучаете энергию любви, радости. И после этого откройте глаза и подумайте, а теперь вы хотите что-то негативное сказать этому человеку, и поверьте, вы этого точно уже не захотите, потому что вы хотите быть другим, не таким, как все. Кроме того, следующее, что нужно сделать, это манипулировать восприятием. Вне зависимости, в какой вы оказываетесь ситуации, вы должны всегда
уметь давать свои определенные аргументы. Иногда это очень сложно, но это нужно делать. Очень важно, чтобы вы всегда, когда вы ругаетесь с кем-то, вы искали именно только созидательные эмоции. Улыбайтесь, несите любовь. Или, если вы не хотите общаться с этим человеком, улыбнитесь и идите своей дорогой. Потом вернетесь, и вы скажете, что вы хотите. Главное, не перегибать палку. Главное, сохранять честность. И использовать вот какие-то негативные методы можно только в самых крайних случаях. Но помните о том, что пока вы агрессивны, пока вы готовы ругаться, спорить, вы в первую очередь отдаете свою жизненную энергию. Вы тратите свое время, и ни к чему хорошему это не приводит. И последний способ избавиться от врага – это, как говорится, создать условия для созидания, для мира. Потому что когда мы находимся в стадии конфликта, мы начинаем ругаться. Здесь очень важно понимать то, что нам с вами нужно быть в выигрыше. А чтобы нам быть в выигрыше, нам нужно научиться слышать своего оппонента, своего врага, своего недоброжелателя. Как бы это ни было сложно, это нужно делать. Быть гибким, искать решение того или иного вопроса. Конечно же, все должно быть в балансе, в гармонии. И тогда и ваша жизнь заиграет новыми красками. Да, для этого иногда нужно время. Но помните о том, что только вы можете многие вещи изменить в жизни. Никто другой, как бы ни хотели. Да, а вот те наши враги, те наши недоброжелатели, которые появляются в нашей жизни, это в первую очередь ваши учителя. Поблагодарите их, потому что они вас научили, они заставили вас, ваш мозг, думать, как выходить из этой ситуации, что делать, чтобы решить этот вопрос и так далее, и так далее. Поэтому благодарите своих врагов, своих недоброжелателей, ну и, конечно же, делайте выводы и двигайтесь своей дорогой. Друзья, вот такой вот важной сегодня и ценной информацией мы хотели с вами поделиться. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, а в комментарии поблагодарите ваших врагов и ваших недоброжелателей за учебу, за то, что они вам дают новый опыт и новые знания. Да, это тяжело, но вы пока это не осознаете внутренне, вам будет сложно. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.